Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. Сегодня у нас на повестке дня, друзья, разборка, дефектовка и обзор конструкции вот этого вот турбостартера, с которого я собираюсь сделать турбореактивный двигатель. В общем-то, он уже фактически сделан, но нужно кое-что здесь изменить, отдефектовать, понять, насколько здесь все работает, возможно сделать сопла, возможно сделать форсажную камеру. Хотя надо бы сначала на маленьких потренироваться, что я скорее всего и сделаю. Там ее не так долго делать. Но потом очередь придет и до вот этого вот ТРД. Так что, кому эта тема интересна, заваривайте кофе. Будем приступать. Посрывал уже даже, ребят, все болты. Но прежде чем приступить к разборке и обзору, для начала маленький такой внешний осмотр. Что здесь к чему? Здесь должны стоять 4 форсунки топливные. Назначение вот этих штуцеров мне неизвестно. Ну, возможно, один из них для слива остатков керосина, второй не знаю для чего. Это, как я понял, подача масла. Еще не разобрался, есть ли слив масла. Либо остатки вылетают вот сюда, в это отверстие. Это свечи. Здесь 2 свечи для поджига в камере сгорания. В принципе, вот и все. Далее будем уже разбираться с конструктивом. Для начала можно сдернуть вот эту вещь. Так как здесь задней части не хватает, то вот эта железка, она ничем не прикручена. Просто вставляется. Хорошо, что она есть. Здесь есть из интересного отверстия. Вот такие. Это выход свободного воздуха от компрессора. По всей видимости, для охлаждения. Все это дело здесь реализовано. Внутри можем заметить, есть некие вставки, они предназначены для уплотнения зазора. То есть, когда ТРД, к примеру, перегревается, ну, либо на первых запусках, зазор делается настолько маленьким, что может быть касание. И вот за счет вот этих вот вставок все здесь притирается, и получается, что зазора практически нет в рабочем состоянии. Ну, это все в теории, как здесь на практике, это уже неизвестно. Можем заметить сопловой аппарат. Здесь обещайки никакой нет. Все это дело образуется при соединении двух этих деталей. Видно, что под очень острым углом заходит на лопатки турбины. То есть не под 90 градусов. Кстати, агрегат называется ТС-20Б. Тут вот есть даже серийный номер. Как я уже говорил, я болтики здесь уже подорвал. Так что давайте, ребята, смотреть, что у него внутри далее. Снимаю стартер. И вот здесь снимается сеточка. Сеточку можно сразу выгнуть. Рассмотрим стартер повнимательнее. Стартер увесистый, тяжеленький. Здесь есть клеммы подключения. Какие-то они немножко подгоревшие. Здесь были обнаружены следы ржавчины, друзья. Подшипник какой-то ржавенький здесь. Не проворачивается. Ну, надеюсь, удастся провернуть его. Без токарника никуда, друзья. Уже есть хорошие новости. То есть он уже немножечко проворачивается. Подшипник весь в ржавчине. Такого у меня, к сожалению, нет. Он еще с какими-то хитрыми уплотнениями. Поэтому придется восстанавливать. Ну, я думаю, здесь оно не так критично. Все-таки это всего лишь стартер. В общем, взад-вперед. Все, удалось стронуть. Попробуем дать напругу. Вот от такого аккумулятора. Так, отлично, друзья, отлично. Оживает потихонечку. Да, двигатель оборотистый. Решил, друзья, не халтурить и добрался до внутреннего подшипника. Пришлось много чего разобрать. Снял вот этот контакт, который срабатывает от центробежного выключателя. Лапки от скорости отклоняются и выходит шток. В общем, так это все дело здесь работает. Смазал водостойкой смазкой. Вот такой. Вот. И теперь нужно как-то все собрать обратно, потому что здесь очень хитрое уплотнение, можете заметить. Стоит кольцо, я его даже полностью не снимал. Теперь сверху ставится еще одно кольцо, оно какое-то резиновое. Вот. И нужно будет заправить еще одно пружинное металлическое кольцо. Тестируем, смотрим, что получается.
Что-то подшипники тут как-то подозрительно шатаются. Ладно, ребят, мы продолжаем разборку, чтобы увидеть, почему они шатаются. Стартер, можно сказать, в работе у нас уже. Это очень-очень хорошо. Сейчас снимем крышку диффузора и посмотрим, что там нам за вид откроется. Здесь видно, что втулка муфты окисленная. Я ее, кстати, тоже смазал уже немножко. Вот какие виды нам открываются. Это муфта сцепления двигателя с турбиной. Все вроде бы нормально, здесь все работает. Вот так выглядит эта крышечка. А вот здесь, друзья, какая-то печаль. Печаль, тоска. Видно, что кто-то очень сильно хотел открутить эту гайку, но не смог. Хуже всего, когда долбят до последнего. То есть чувствуют, что срывается, и продолжают откручивать. Это хуже всего. То есть видите, что получается. Теперь ее открутить будет мне очень-очень сложно. Я даже не знаю, что мне делать. Да, жалко. Ну ладно, снимем сейчас вот эту крышку. Посмотрим, что там. Вроде бы все гайки открутил. Сейчас будем сдергивать. Перед сдергиванием увидел один интересный момент. Обратите внимание на эти отверстия. Здесь их очень много. Они крупные. И если мы возьмем вот эту крышку, то мы можем заметить, что здесь есть перепускные какие-то отверстия. То есть пробочки выкручиваются. Я не знаю, может быть, сюда что-то должно вкручиваться. То есть я без понятия, что это такое, друзья. Возможно, это регулировка двигателя какая-то. Ладно, пробуем сдернуть. О, как она легко снимается. Опа! Крышка очень легкая. Вот так выглядит спрямляющий аппарат. И можно уже заметить там внутри камеру сгорания. Покрылась она пылью. Давненько не запускали двигатель, ребят. Ну что, ребят, надо пытаться открутить эту гайку. Пробовал разными способами, но удачным оказался метод раскалывания. В общем, сверлил отверстия, видно 2 отверстия. Измерял по имеющейся крыльчатке, на какую глубину сверлить, и сверлил. Потом забивал туда конус, и оно треснуло. И, так сказать, легкими ударами молоточка я добился, что оно стронулось с места. Закрепил вот так вот скотчем, намотал очень много слоев. Во-первых, оно амортизирует и не дает сдвигаться с места. В общем, вот так, ребята, идет процесс. Маленьким молоточком. Гайка расколота на 2 половинки. Пришлось также вокруг контровку подрасшевелить, скажем так. Потому что она зажимает эту гайку. Вот видите, оно подклинивает как раз таки из-за контровки. И надо в разных местах. Вот, взяла и застряла. То есть надо взять где-то ее и протолкнуть. Вот, например, вот здесь. И опять пошло. В общем, ловкость рук и никакого мошенничества. Сейчас мы все раскрутим, ребят. Посмотрим все-таки, что там внутри. Сделаем дефектовку и будем думать, что делать с этим ТРД. Гайку я, естественно, новую, даже если не найду, то смогу выточить. Здесь проблем никаких. Контровочку оставим. В принципе, она хоть и битая жизнью, но функцию свою выполнять будет. Получились, можно сказать, сухари. Ну и все. На валу даже практически на резьбе нет никаких отметин. И 2 отвертками вытаскиваю. Нормально все выходит. Без особых напряжений. Ой-ой-ой-ой. Какая картина открывается роскошная, ребят. Вот она крыльчатка. Ну, крыльчатка нормальная. Здесь, в принципе, это полная ерунда. Посадочное место даже целое осталось. А вот здесь дела не очень прикольные. Но я смотрю, что турбина уже может вытащиться. Сейчас будем посмотреть, что здесь за уплотнение, ребят. Я надеюсь, все здесь нормально у нас. Гайки здесь очень интересные. Большинство крепежа на 9. Гайки медные, кстати. Не знаю, с чем это связано. Здесь вроде бы как температуры большой быть не должно. Но гайки медные. Контровки такие же, как на турбонаддувах. Вот.
аналогичные. Потрем немножко щеточкой сразу. Ржавчина, такое ощущение, что натекла изнутри, потому что здесь она не особо цепкая. Ну, вот такая система. Хорошо, нету каких-то мелких пластин, мелких деталей. Все достаточно крупное. Уплотнение, все с ним нормально, не замученное. Это очень хорошо, ребята. Ну что, можно попытаться еще сделать рывок, открутить вот эти 3 винта. Это будет, мне кажется, очень трудно сделать. Надо бы ударную отвертку сразу, наверное, идти где-то брать. Потому что вряд ли оно так просто открутится. Чтобы не было мучительно больно, ребят, лучше сразу подготовиться. В принципе, тут, я так понял, и так можно открутить. Но нужен мощный шлиц. Я вот даже подточил его ради этого дела. Потому что если вдруг что-то слишком жесткое затянуто и сорвется, потом уже шансов нет открутить, если сорвется. Очень маленькие шансы потом на успех. Так, вот здесь, например, не залазит она. Надо бы ее подточить еще. И это мы открутили. Очень хорошо. Видно, есть резиновое уплотнение. Нужно с ним поаккуратнее. Здесь есть штифтик, так что бояться не стоит, что потом неправильно поставишь. Снял направляющий аппарат. И вот что открывается нашему взору. Не знаю, как снимается камера сгорания, пока еще не понял. Но выглядит она вот так, ребята. Вот он вал. Здесь что-то установлено. Какая-то чугуниевая вставка. Можно сравнить целые лопатки и сгоревшие лопатки. Как они сильно различаются. Здесь и крутка есть, и все на свете. Какая роскошь, ребят. Обратите внимание, здесь написаны буквы R. А здесь все по номерам. 1, 2, 3, 4 и до 27. Каждая лопатка пронумерована. Каждое посадочное место под нее пронумеровано. Все должно устанавливаться на свои места. Ну а здесь нашему взору открывается сопловой аппарат. Видно, лабиринтное уплотнение присутствует. Здесь у нас какая-то втулка. Здесь тоже все пронумеровано. Вот они цифры на лопатках. И на самих лопатках, и на торце. Везде есть эти цифры. То чувство, ребят, когда у тебя есть целое ведро подшипников, вот таких с латунным сепаратором, авиационных, но того, что надо, нет. Причем есть 2 промежуточных, это тоже под этот диаметр, только маленький. И есть вот такой немножко больше. Но этот прям совсем большой и тоже под 15 диаметр. Это тяжелой серии. Подшипник получается. Да, вот такие вот дела. А ведь лежало еще одно ведро на металлоломе. Почему ж я его не взял? Там-то всего-то рублей на 300 было бы. Вот так выглядит свеча. Медная прокладка. И вот свеча. Собрал цепь. Смотрим, как работает. Вот как-то так, друзья. Как вы заметили, можно шокером запускать будет двигатель. Шокировать его. Здесь установлено всего лишь 2 свечи. В 2 отделах камеры сгорания. Ну, видимо, для подстраховки. Гайки на сопловом аппарате, на удивление, легко откручиваются. Они здесь также медные. Ну, здесь еще понятно почему. Потому что горячая часть. Но вот почему стартер медными прикручен, очень даже непонятно. Значит, ребята, я все помечаю, как я разбирал, ставлю метки, чтобы можно было собрать ровно точно так же. И в обратном порядке. Снимаем сопловой аппарат. Оп, что-то там упало. Какая-то шайбочка, наверное. Ладно, то мы найдем, ребят. В общем, он тоже из сегментов состоит. Правда, здесь сегменты какие-то хитрые, даже и непонятно, как оно здесь все это склепано. Видимо, между 2 пластин все склепано. Просто-напросто. Вот такой вот сопловой аппаратик. Так, чисто теоретически уже и камера сгорания должна сдергиваться.
Просто она немножко, видимо, прикипела. Вот она, красотка. Сейчас мы ее извлечем. Нигде она больше не цепляется. Вот так, ребят. Ну что ж, похоже на настоящую камеру сгорания. Достал подшипники, они изношенные и поржавевшие. Буду заказывать новые. Здесь есть отверстие для их постоянной смазки. Вот одно и вот маленькое второе для второго подшипничка. Вот это было забитое, ребят. Я его прочистил, теперь смотрим, как оно работает. Вот так. Вообще фантастика. Смотрим, как работает вот это. Ну тоже, в принципе, всплески дает. Здесь просто ход более короткий, поэтому оно сразу так не стреляет. В общем, ребят, замучился я разбирать его. Это целое дело. Вот что в итоге получилось. Весь стол завален железяками. Вот они отметины на роликовом подшипнике. Это следы ржавчины. То есть это даже ногтем берется. Этот, я думаю, то же самое. Кстати, представляете, вот эта тема вся, она раскручивается до 60 тысяч оборотов. Но это максимум. Нормальный режим его 50 тысяч. И вот этот подшипник все прекрасно выдерживает. То есть это для тех, кто боится там, когда двигатель до 9000 раскручиваешь. Есть такие ребята. То есть представьте себе, вот такой маленький, к примеру, будет еще на большее способен. Нагрузочная способность у него меньше, но обороты он может больше выдавать. У меня таких целая куча, в принципе, можно использовать. Все-таки авиационные подшипнички не хухры-мухры. Очистил камеру сгорания, теперь она выглядит вот так. Есть у меня пища для размышлений, как же замутить сюда систему питания. Как сделать ее испарительного типа. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока!